Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. Реальный чемпионат мира уже набрал свой ход и вовсю продолжается, а поэтому пришло время продолжить и наш чемпионат мира, который мы начали в одном из недавнейших роликов. Мы продолжаем проходить чемпионат мира в PES 21 за сборную Бразилии. В предыдущей серии, как вы помните, мы вышли из группы с сербами, камерунцами и швейцарцами. Не без боя, но такие вышли. И в первом раунде плей-офф мы столкнемся с Южной Кореей во главе с Сон Хэн Мином. Ну а прежде чем мы приступим, я напомню вам, что было бы неплохо, если бы вы поддержали это видео своими лайками, ну и в комментариях поделились своим мнением, поскольку все это способствует продвижению видео. И как я обещал в комментариях под предыдущим роликом, передаю привет 3 пользователям, которые первыми отметились в комментариях о том, что не досмотрели ролик до конца. Это Никтун eFootball Mobile, приветствую. Большой привет Топчику и привет пользователю под ником Manian31. Итак, все, что нужно в начале, мы, кажется, проговорили, а поэтому предлагаю, прежде чем приступить к матчу, ознакомиться с турнирной таблицей, что она из себя представляет. В случае победы над Южной Кореей мы сможем столкнуться либо с Германией, либо с Марокко. И уже в зависимости от результата, потом, если мы победим немцев, то можем встретиться либо с аргентинцами, либо с голландцами. Ну, посмотрим. Как говорится, загадывать не приходится, поэтому сейчас все мысли только о матче с Южной Кореей. И давайте настраивать состав. В принципе, последние несколько матчей из прошлой серии показали, что наиболее эффективная будет схема с 4 нападающими впереди и 2 полузащитниками в центре. А именно атакующим полузащитником и опорником позади. По своей излюбленной схеме я ставлю центрального форварда и оттянутого форварда чуть ниже, соответственно, Габриэль Барбоса справа, Роберто Фермино будет оттянутым, в нападении Ришарлисон, ну и слева Неймар. Соответственно, на позиции атакующего полузащитника Лукас Пакета. Давайте дадим сыграть Эмерсону, потому что он еще, по-моему, не выходил. И вот он как раз заменит у нас Данила на правом фланге. Вот. Ну и, в принципе, вот таким вот составом мы и выйдем на матч против корейцев. Признаться честно, я уже и позабыл, что у этого стадиона присутствует вот такой вот вид сверху перед матчем. И стоит отметить, что тот, кто работал над этим стадионом, поработал хорошо, потому что окружение выглядит более чем достойно. Ну что, поехали. Реальный чемпионат мира, который также проходит в Катаре, показал, что Южную Корею не стоит недооценивать, и даже если она на что-то серьезно не претендует, то как минимум она может вас перебегать. Поэтому относимся к сопернику с должной мотивацией и с должным подходом. Спокойно катают корейцы мяч перед нашей штрафной, и даже никак не удается нам его перехватить, вот просто без какого-либо сопротивления. Разворачивается перед штрафной нападающий и наносит точный удар прямо в уголок. Ну, конечно же, это Сон Хэн Мин. Типичнейший гол 21 части, когда нападающий получает мяч перед штрафной, разворачивается и забивает. Привет всем тем, кто хвалит и защищает геймплей 21 части. Очередная заскриптованная помойка. Но, тем не менее, сразу бежим в атаку, и неплохо здесь открывается Ришарлисон. Скатывает на Роберто Фермино, и тот сравнивает счет буквально сразу же, следующим моментом у ворот сборной Кореи, и счет вновь становится равным. Не приходится слишком рано паниковать, поэтому продолжаем снова все с нуля. Если вы смотрели первую серию, то вы знаете, что мы очень любим прессинговать. И этот прессинг дает свой результат. Перехватываем мяч на половине соперников. Неплохой момент, но Габриэль Барбоса слишком долго распоряжается мячом. И тут еще один неплохой момент. И голкипер отражает удар. Вот будь такой момент в eFootball, когда голкипер отражает мяч в сторону, мне кажется, он бы пришелся на ногу к сопернику, то есть к нам. Но, увы. В 21 части с этим не все так плохо. Момент неплохой у Эмерсона, и он забивает, друзья. Забивает наш крайний защитник и выводит сборную Бразилии вперед. Вот такой вот не самый очевидный момент, но тем не менее, слава богу, что мы смогли его реализовать. Было бы здорово, если бы мы еще не пропустили первый мяч, но, к сожалению, именно эта сборная Бразилии не может без пропущенного мяча. Это как топливо для машины, после которого мы начинаем свой заезд. И вновь корейцы нас атакуют, быстро перепасовываются и в целом действуют очень быстро. Я за ними просто не успеваю. И тем не менее идет передача на фланг, смещение. И момент у корейцев здесь возникает, но защитник мешает. Стоит на пути мяча, но мяч все еще у Южной Кореи. И еще один момент возникает, удар по воротам, и это 2-2. Я не удивлен, если честно. Я удивлен нашей игрой в защите, как халатно мы действуем и как беспомощно выглядит на рамке Алисон. 2 беспонтовых мяча, когда нападающий принимает мяч, успевает развернуться и пробить по воротам. Чтобы искусственный интеллект позволил играть так мне, я такого никогда не видел. Зато мы позволяем играть только так. Счет 2-2 на табло.
Будем честны, статистика по владению выглядит очень даже удручающе. Но не так удручающе выглядят наши моменты, а именно удары по воротам, то есть моменты создаем, осталось только их реализовать. И поэтому я думаю, что во втором тайме мы еще сможем перевернуть ситуацию. Выходим со своей половины поля через короткий пас, точно так же, как это делала Южная Корея в первом тайме, и пришло время для нас теперь сыграть в пас на половине соперников, пока они позволяют это делать, и неплохой проникающий пас в штрафную, и Габриэль Барбоса, к сожалению, не смог нормально распорядиться мячом, и неточная передача, после которой мяч у Южной Кореи. Но мы его вновь перехватываем. Подача в штрафную! И Роберто Фермино мимо мяча пролетает в этом моменте. Перехватываем здесь мяч, отыгрывается Ришарлисон с Лукасом Пакета, и на добивании, ну слава богу! Я не знаю, как еще нужно было пробить Пакета в этом моменте, но, слава богу, Роберто Фермино оказался там, где и должен был оказаться. Счет 3-2. Я думаю, что это вполне закономерный ход матча, потому что весь второй тайм мы только и делали, что прессинговали Южную Корею. И этот прессинг, опять же, принес свои плоды. У Алекса Сандра очень большое пространство здесь для рывка, пока что его никто не встречает, и можно сделать неплохую передачу на Ришарлисона, и в одно касание Ришарлисон, ну что за исполнение! Хороший был момент для нашего нападающего, чтобы увеличить разрыв между сборными, но, к сожалению, Ришарлисон плохо действовал в этом моменте, а поэтому справедливо отправляется на скамейку запасных. Здесь вот как раз-таки контратак со стороны Южной Кореи. И это вполне опасно может быть, учитывая... Хотя нет, я беру свои слова обратно. Оголили мы здесь правый фланг, и не мешает никто Южной Корее прорваться именно через него. Удар по воротам! И тут даже не в створ. Опасно, опасно, но тем не менее даже не в створ. Все, друзья, раздается финальный свисток, и мы оставляем Южную Корею за бортом Мундиаля в Катаре. Не без боя, но тем не менее обыгрываем корейцев, и не без помощи вот этого вот красавца, который оформил дубль в этом матче. И если я не ошибаюсь, то он уже забил 3 мяча на этом Мундиале, потому что как минимум 1 гол он забил еще в предыдущей серии. Ну и статистика. По владению и передачам мы особо далеко не ушли, хотя по ударам и по осознанным моментам могли сбивать намного больше. То есть 9 ударов и только 3 забитых мяча. Но это как-то несерьезно. И результаты других матчей 1/8 финала чемпионата мира вы также наблюдаете на своих экранах. К сожалению, для нас чудо не произошло, и Марокко проигрывает Германии со счетом 1-0. Поэтому в четвертьфинале мы встречаемся с немцами. Как раз после матча я заговорил о голах, поэтому давайте посмотрим на список лучших бомбардиров и ассистентов турнира. Уже Луис Суарес успел забить целых 7 мячей к моменту четвертьфинала на Мундиале, и я так думаю, что уже его никто особо не догонит. Ну и еще и здесь Серхио Агуэро возобновил свою карьеру, не только клубную, но еще и в сборной, и успел затесаться на Мундиале. Ришарлисон у нас почти приблизился к первой строчке по голевым передачам, отстает он на одну голевую передачу. И, в принципе, если мы пройдем дальше, то, в принципе, у наших игроков есть шансы, чтобы попасть на первые строчки. Ну а тем временем у нас матч против сборной Германии. Надеемся, что повторение матча 2014 года не произойдет. Если честно, я не помню, на какой стадии они тогда встречались. По-моему, на стадии полуфинала. Если я не прав, то поправьте меня в комментариях. Но как бы то ни было, мы постараемся сделать так, чтобы чтобы результат этого матча был куда более достойным, чем тогда. Но я думаю, что как тогда уж точно не произойдет. Потому что сейчас сборная Германии выглядит достаточно слабо. Даже в этой игре они играют без центрального форварда, то есть с оттянутым форвардом. А поэтому посмотрим, что они из себя будут представлять. Игроки крайне скудно предлагают себя для передачи, и по сути в центре у нас только 2 игроков, ну может быть 3 максимум, и то третий подключается в самый последний момент, и тут неплохой момент возник у нашего игрока, но защита сборной Германии успевает накрыть мяч. Ну вот за 9 минут, что мы уже успели сыграть, это первый наш по-настоящему опасный момент. До этого мы особо даже не выходили в атаку, приходится катать мяч и защищаться от немцев. К слову, из всех матчей, что мы играли вот в рамках прохождения, скорее всего, этот матч чуть ли не единственный, где мы так неплохо держим мяч. Хотя вот тут чуть было его не потеряли, но все еще с мячом. Итак, неплохая перепасовка, но мяч все-таки не успел дойти до Габриэля Жезуса, и перехватывает его здесь сборная Германии. Выходим из обороны в атаку, и это наш шанс поймать немцев на контре. Неплохо здесь открывается наш игрок на фланге, это Эвертон, и слишком слабая передача, я так понимаю. Одно из двух. И зачем же ты тронул мяч? Ну ради бога, вот что это? Объясните мне, ну вот что это такое? Ну, слава богу, у сборной Германии ребята ничуть не лучше, поэтому
обменялись вот такими вот курьезными моментами. Пришло время для атаки сборной Германии. Заброс на Хаверца, пока что он не встречает сопротивления. Ушел от одного и проникающая передача в штрафную, и никто из наших не успел к этому мячу. Ни голкипер, ни защитник. И вот от радости немцы аж за текстуру стадиона выбежали. Счет в матче открыт. Опять же не нами. Пропускаем первыми в середине первого тайма. Посмотрим, может быть также сможем быстро отыграться, как и в предыдущих матчах. Хотя после таких вот передач я как-то сомневаюсь. Вынос из половины соперников, и Маркиньос здесь проигрывает верховую борьбу. И по какой-то причине главный арбитр встречи ставит фол в этом моменте и позволяет немцам провести крайне опасную атаку через правый фланг. Идет подача в штрафную, и, конечно же, ее замыкают. Просто поставили фол на ровном месте, без какой-либо на то причины, позволили быстро разыграть мяч, пока все в недоумении, и счет на табло уже 2-0. Крайне неприятная ситуация, которая вынуждает нас буквально-таки бежать вперед, но, к сожалению, для нас это результата вообще никакого не дает. И к концу первого тайма мы уже летим со счетом 2-0. Очень плотно играют немцы против наших игроков, кое-как удается перепасовываться на их половине поля. Неплохой момент у Габриэля Барбосы, но его здесь прям таки накрывают с обеих сторон. Почему наша защита так не может играть, я не понимаю. Потому что на половине соперников мы вообще ничего не можем создать. Точно так же, как и игроки не могут нормально расположиться перед стенкой, поэтому придется вот так вот пробить в никуда. К слову, стоит отметить, что сегодня играет на воротах у сборной Германии Бернд Лена вместо Мануэля Нойера, и со своей работой он справляется неплохо. По сути, начинает атаку сборной Германии, после которой Киммих делает счет 3-0. Вот так вот спокойно и непринужденно, и самое главное, без центрального форварда. Немцы закатили нам целых 3 мяча за этот матч. Обидно проигрывать вот таким вот образом, когда ты, по сути, вообще ничего не можешь сделать. Очередная попытка наша вырваться вперед к чему-то да приводит все-таки. Спустя 3 пропущенных мяча мы все-таки смогли отыграть один сразу после того, как развели мяч. Но, к сожалению, для нас это скорее уже гол престижа, нежели заявка на что-то такое серьезное. Хотя вот перехватывает Габриэль Барбоса мяч на фланге, и, возможно, мы еще сумеем отыграть еще один мяч. Нет, к сожалению, Роберто Фермино слишком уж забежался, не заметил ногу защитника. И вот так вот, друзья, жестоко, горько, обидно, но наш путь на чемпионате мира заканчивается. Только на второй серии, кто бы мог подумать, но, по крайней мере, все честно. Вот по статистике, это был наш самый лучший матч. По передачам, по ударам, хотя я особо не припомню эти 5 ударов. По владению, мы, по сути, выглядели лучше соперника, но проиграли. В предыдущих матчах мы были менее собранными по этой части, но, тем не менее, свои моменты создавали и их реализовывали. В этом же матче мы были чуть собраннее, однако без каких-либо таких вот явных моментов и, соответственно, без забитых мячей тоже. Итак, сборная Бразилии, четвертьфиналисты. Давайте же глянем, кто по итогу забрал заветный кубок чемпионата мира себе. И забрала его сборная Англия, встретившись в финале со сборной Уэльса, как-то неудивительно. И что самое интересное, 2 вот реальных фаворита, как их любят называть, сборная Бразилия и сборная Аргентина, одновременно отлетели на стадии четвертьфинала. И если, ладно, мы-то еще отлетели от сборной Германии, то от аргентинцы отлетели от Уэльса. На самом деле не самый очевидный вариант. Но что поделать, это футбол. Ну и серебро забрали испанцы, обыграв Германию в матче за 3-е место с счетом 0-1. Ну, как-то вот так вот. Больше добавить нечего, как говорится, не убавить, не добавить. В принципе, обидно, конечно, вылетать на стадии четвертьфинала, но что поделать. Проиграли мы сборной Германии вполне по делу. Будем делать какие-то выводы, и, возможно, к следующему турниру, который будет проходить у сборных, я подойду к игре и к соперникам более ответственно, кто знает. Ну а сейчас мы вылетели, и на этом наша серия роликов по чемпионату мира на этом канале подходит к своему завершению. Благодарю всех за просмотр и вашу активность. В лишний раз напоминаю, что если вы еще не поддержали это видео своими лайками, то не забудьте это сделать. В комментариях делитесь мнением от увиденного, это не менее важно. Ну и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. У меня же на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем приятной игры. Ну и что самое главное, удачи. Всем пока, дорогие друзья.